Мне кажется, я знаю, что будет. Недавно разработчики Standoff 2 выложили в своем телеграм-канале вот такую вот фотографию в темной атмосфере. А значит, летним обновлением возвращаются игры Beholder. Очень крутой режим, он в принципе всем практически, у кого я не спрашивал, он всем зашел, он всем понравился. И вернуть игры Beholder в летнее обновление — это достаточно хорошее решение. И сегодня я хочу немножко порассуждать, рассказать свою теорию, какими будут в этот раз игры Beholder, что изменится, что добавится, что уберется, возможно, и многое другое. Но сейчас давайте мы вспомним, какими были прошлые игры Beholder, то есть это там каждый сам за себя, поиск меток, лазеры, паркур, гранаты, красный свет, зеленый свет, в общем, много режимов, где нужно либо прийти первым, либо выжить, и, ну, короче, было очень интересно, очень всем понравилось, и по новым мини-играм, собственно, тоже мы запишем с вами ролик. И, собственно, почему этот режим зашел? Потому что он был каким-то необычным. Для шутера как бы вот такое, оно как бы не свойственно, они схрестили вот это все, и это получилось что-то свое, что-то необычное, и поэтому режим понравился многим. Сейчас, судя по нескольким факторам, мне кажется, что его сделают более масштабным, нежели в прошлый раз. Эта картинка, она довольно-таки интересная. Мы видим Beholder в темном помещении, окруженным камерами, и надпись You will lose, то есть ты проиграешь. И вот тут мне кажется, что разработчики могут сделать акцент на самом персонаже, на самом Beholder. Возможно, его сделают главным лицом события, то есть как будто он будет сидеть и наблюдать за каждым нашим действием, как это выглядело примерно в трейлере 5-го сезона, когда он сидел за компьютерами и наблюдал за всеми. Только в этот раз будет немножечко по-другому. Вторая карта — это у нас затопленный Сэндстоун. И мне кажется, что одним из испытаний Beholder вот тоже будет паркур, только уже более модифицированный, то есть не каких-то там в лазейки туда-сюда, а именно вот так по воде, по ящикам, трубам, вот это все вот такой вот паркур, где твой главный враг — это вода, которая будет наносить тебе урон, если ты упадешь, либо же будет она как лава, только пол — это вода, то есть подниматься, то есть наводнение будет, тебе надо быстро пройти. Возможно, это будет одиночные какие-то испытания, этого мы не знаем, как они его реализуют, как они его сделают, но тем не менее, я думаю, идея была бы достаточно неплохой. Также вы могли заметить новую аватарку Standoff 2 в Play Market, где стоит Варден, на фоне новая карта, которая похожа на Vertigo, схрещенная с Нюком. Что если игры Beholder будут происходить уже не на отдельных каких-то локациях, а полноценно на одной большой карте? Вот просто представьте, если все игроки, которые заходят в новые игры Beholder, спаунятся на одной большой платформе. То есть, ну, на одной большой карте, не платформе, на одной большой карте, и проходит определенная череда испытаний, и они вместе движутся по общей локации, собственно. И я думаю, это было бы намного интереснее, чем просто разные мини-игры, разные локации, которые, в принципе, не связаны даже между собой никак. Еще мне кажется, что разработчики могут добавить некую историю, то есть, представьте, если бы Beholder в этих новых мини-играх озвучивал начало игры, озвучивал финал, и между испытаниями, то есть начало испытания озвучивал, между ними тоже было бы там какие-то реплики или и события, там, которые объединят все эти испытания, грубо говоря, в одной большой режим, в одной большой сюжет. Я думаю, это бы было достаточно неплохо, я считаю. Это даже напоминает мне уже режим по типу Саймон говорит, где один человек говорит, люди исполняют. Вот, в принципе, возможно, они даже так реализуют эту игру. Надпись You will lose, то есть ты проиграешь, я думаю, тоже здесь не просто так. Она, скорее всего, намекает на то, что эти игры Beholder будут намного даже сложнее предыдущих. Или вообще, что здесь победить смогут лишь единицы, то есть испытания будут на выбывание. Это не так, как там кто первый больше раз придет, а именно на выбывание. Вот такие мини-игры, возможно, это будет даже интереснее, нежели в прошлый раз. Если вам тоже нравится такой вариант, то дайте об этом знать лайкосом под видосом. То есть это будет новая атмосфера, общая карта, какие-то вот новые вот эти вот все моментики, они как-то дадут более живности этому режиму.
Конечно, это лишь мои предположения. Может, я угадал. Может, они приготовили что-то другое, что-то еще круче. Может, наоборот, что-то старое изменили, как-то модифицировали, просто другие карты разные. Там, ну, всякое может быть. Мы не знаем, но через несколько дней или когда там выйдет это обновление, я думаю, мы все с вами удивимся. Но лично мне кажется, что эти все картинки, они как-то намекают не только на новые мини-игры, а на то, что режим станет, ну, как-то более масштабным, более интересным, нежели в прошлый раз. Я, кстати, не удивлюсь, если они добавят вот этого бихолдера в роли скина на персонаж после игр бихолдера или вообще, то есть, ну, донатный будет. Ну, а теперь интересно узнать ваше мнение, согласны ли вы с моей теорией, возможно, у вас есть какие-то свои теории. В общем, напишите это все в комментариях, я обязательно почитаю. Пока.